Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Хендмейд. Сегодня мы с вами будем делать декоративную подвеску из ароматизированных рыбок. То есть они не только яркие, веселые и симпатичные, но и очень вкусно пахнущие. Ну что, приступим? Для работы в первую очередь нам понадобится шаблон, который вы, как всегда, найдете в описании под этим видео, и плотная белая ткань. Честно говоря, я не очень разбираюсь в видах тканей, поэтому на 100% не уверена, но, по-моему, у меня хлопок. Также подойдет любая однотонная ткань, желательно белого цвета, которая хорошо впитывает жидкость, не просвечивает и не скользит. Складываем отрезок ткани пополам и обводим шаблон простым карандашом. Теперь нам необходимо сшить две детальки друг с другом, но не забудьте оставить место для выворачивания и набивания игрушки. Естественно, можно прошить детальки на машинке, но моя осталась на даче, да и я с ней особо не дружу, поэтому я сшиваю вручную. Для надежности сначала я прошиваю в одну сторону, а потом прохожу в обратную. Вырезаем прошитую заготовку, оставляя 5-7 мм по краю. И делаем надрезы припусков в выпуклых и вогнутых частях. Аккуратно выворачиваем, особое внимание уделяя плавничкам и хвостику. Лучше помочь себе палочкой или спицей, чтобы хорошо вывернуть все уголки. Моя подвеска будет состоять из 3 рыбок, поэтому я сделала сразу 3 заготовки. Ну а дальше нам понадобится синтепух или холофайбер для набивки. Здесь все просто. Берем наполнитель и хорошенько набиваем тушку, особое внимание уделяя все тем же плавничкам и хвостику. Потайным швом закрываем хвостик, при необходимости дозаполнив его наполнителем. А теперь займемся ароматизированной пропиткой. Нам понадобится любой растворимый кофе, ванилин, корица, клей ПВА и горячая и холодная вода. Насыпаем в стаканчик 2 столовые ложки растворимого кофе. Высыпаем пакетик ванилина, у меня это 1,5 грамма. Добавляем 1 чайную ложку молотой корицы. Заливаем все это 8 столовыми ложками горячей воды. И как следует перемешиваем до полного растворения кофе.
В отдельный стаканчик наливаем 3 столовые ложки холодной воды. Добавляем 2 столовые ложки клея ПВА и как следует размешиваем. Это делается для того, чтобы клей не свернулся в горячей воде. Теперь смешиваем разведенный ПВА с кофейной смесью. Перемешиваем, и наша пропитка готова. Ее можно перелить в баночку и хранить в холодильнике до месяца точно. Я знаю, что некоторые мастера добавляют в пропитку еще больше ПВА, какао, соль и другие ингредиенты для запаха и цвета. Вы можете поэкспериментировать, но лично мне нравится тот состав, который я вам показала. С ним игрушки получаются очень ароматные и в меру твердые. Возвращаемся к рыбкам. Делаем веревочки для подвешивания и из проволоки сгибаем крючки. Можно переходить к тонировке. Жесткой кистью хорошо прокрашиваем все наши заготовки кофейной смесью. Смесь периодически перемешивайте и используйте именно жесткую кисть, чтобы тонировка получилась однородной. После того, как вся рыбка будет прокрашена смесью, ее можно запечь. Я ставлю решетку на верхний уровень духовки и подвешиваю на нее игрушки. Вешать их нужно так, чтобы они не соприкасались друг с другом и не касались дна и стенок духовки, иначе на них могут остаться некрасивые пятна. Запекаю при 180 градусах с приоткрытой дверцей примерно 5-7 минут. Также игрушки можно сушить просто на воздухе, подвесив их так, чтобы они ничего не касались. Я знаю, что некоторые сушат такие изделия в микроволновке, но я вам этого делать не рекомендую. У меня был печальный опыт, когда игрушка начала тлеть изнутри, и спасти ее в таком случае уже не получится. Чтобы рыбки получились еще ярче, а ткань стала еще жестче и плотнее, игрушки можно покрыть вторым слоем кофейной смеси. Еще раз сушим, и можно переходить к росписи. Раскрашиваю я все работы акриловыми красками. И роспись видео показана достаточно подробно, поэтому эту часть я озвучивать не буду. Но если у вас возникнут какие-то вопросы, то смело задавайте их в комментариях, и я обязательно вам всем отвечу.
Для декора рыбок я использовала 3 деревянных кольца для штор, которые также раскрасила акриловыми красками. Ну а чтобы собрать рыбок в единую подвеску, просто прокалываем игрушки в нужных местах и продеваем веревочку. Наша подвеска готова, и можно полюбоваться результатом. Лично я очень довольна этими вкусно пахнущими четырехглазыми монстриками. И если вам они тоже понравились, то буду рада лайкам и комментариям. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ведь впереди вас ждет еще очень много интересных и полезных мастер-классов. Ну а на этом у меня на сегодня все. Всем отличного настроения и до скорой встречи. Пока-пока!